Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство с воспоминаниями генерал-майора Waffen-СС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. Все моторные катера и лодки в округе мы собрали. Весь батальон должен был переправиться в течение ближайшей ночи. У моего верного водителя Эриха висела, погруженная в воду гавани, последняя бутылка игристого вина. Я взял ее под мышку и пошел навестить Зеппа Дитриха, который беседовал с английскими офицерами. Я пригласил англичан выпить с нами по бокалу. Мы сели в тень густой листвы дерева. Прежде чем я успел вымолвить хоть слово, английский офицер поднял свой бокал и выпил за здоровье своей сестры, у которой, очевидно, как раз был день рождения. Уверен, что во время этой выпивки мы не выглядели как ученые мужи. Я простился и прыгнул в одну из добытых нами проклятых лодок. Через полчаса качки по волнам я вымотался как собака. Уже не верил, что эта скорлупка, в которой мы находились, доберется до другого берега. Но она нас туда доставила. Совершенно выдохнувшись, я приветствовал роту Краса. Согласно приказу, рота, получив машины, должна была провести разведку вплоть до Каринфа. Штурманфюрер СС Грецик связался с комендантом города Патры и заказал у него большие моторные катера, которые должны были доставить нашу тяжелую технику из Навпактоса. В это же время последние англичане покинули район Патр и отошли к югу. Во второй половине дня воздушная разведка доложила о частях противника, выдвигающихся от Каринфа к Патрам. Дело принимало интересный оборот. Разгрузка была завершена молниеносно, и суда должны были вернуться к дальнему берегу как можно быстрее. Что касается тяжелого вооружения, в нашем распоряжении было несколько противотанковых орудий и легкая бронемашина. Мы готовили англичанам теплую встречу. Но английский полк, о котором сообщали, не прибыл. Очевидно, он изменил направление движения в сторону южного побережья Пелопоннеса. Через службу разведку мы узнали об операциях наших парашютистов близ Каринфа, и что там был размещен второй парашютно-десантный полк. Контакт с парашютистами следовало установить немедленно. Вторая рота первого разведывательного батальона СС получила приказ очистить от противника южное побережье Каринского залива и выдвинуться для соединения с парашютистами. Первая рота первого разведывательного батальона СС заняла Патры и провела разведку в южном направлении. Роты отправились на захваченных и конфискованных машинах и мотоциклах. Элегантный лимузин тащил за собой противотанковую пушку, а минометы выглядывали из спортивной машины. Взвод ротных саперов сел в автобус, и они производили такое впечатление, будто вся война их уже не касается. Хотя значительная часть нашей техники все еще находилась на северном берегу залива, батальон, тем не менее, был моторизированным и двигался по дорогам Пелопоннеса. Но я не был удовлетворен скоростью. Догнав вторую роту первого разведывательного батальона, я максимально быстро помчался к Каринфу. Интуиция говорила мне, что британцы уже ушли на юг. Наш лимузин бешено мчался по размытой дороге вдоль берега. Мелкие рыбацкие деревушки выглядели под лучами палящего южного солнца спящими и покинутыми. Проехав очередной небольшой поселок, прямо за поворотом я заметил, как по дороге уезжала машина, гнавшая на полной скорости к усадьбе. Тут мы с ней поравнялись. Мои боевые товарищи, закричав Томми, молниеносно вскинули оружие. Я бросил еще один взгляд на этого Томми и увидел в его руках немецкий автомат МП-38. Тут же я заметил и каску немецкого парашютиста. Парашютисты тоже нас узнали и опустили свои автоматы. Они тоже поначалу приняли нас за британцев. Еще через несколько минут прибыла вся моя рота и установила контакт со второй парашютно-десантной ротой. Полковник Штурм начал преследование англичан в южном направлении. Мы немедленно развернулись и помчались обратно в Патры. Ночные тени уже опускались на землю. Тем временем третий батальон моторизированной бригады СС Лейбштандарт тоже переправился через залив Патриакос и начал преследование британцев, отходивших на юг Пелопоннеса. В этом батальоне был и машинист. Он раскочегарил топку паровоза в Патрах и повез батальон на юг по железной дороге вдоль западного берега полуострова. На командном пункте бригады в тот же день я встретил теперь уже дружелюбно настроенного Зеппа Дитриха. Все молчали, пока я докладывал ему об установлении контакта с десантниками. С усмешкой он протянул мне руку и сказал на своем баварском диалекте: «Эх, Курт, вчера я думал, что ты рехнулся. Теперь беру свои слова обратно. Это было блестяще. Давай-ка, расскажи мне, как тебе пришла в голову эта безумная идея».
Я видел, как сзади мой адъютант уже отмечает на нашей карте новые проходы и все посматривает на часы. Я едва успел предоставить Зеппу Дитриху нужную ему информацию, как он дал мне новое задание. Батальон должен был снова собраться и, продолжая преследование противника, провести разведку в направлении Калумата через Олимпию и Триполис. Мои товарищи лежали в кюветах по обе стороны дороги и спали как убитые. Тем временем прибыла новая бронетехника и другие машины. Батальон снова был готов к операции. Перед рассветом началось наше движение на юг Пелопоннеса. Бесчисленные британские машины выстроились на дороге. Англичанам пришлось их бросить из-за нехватки горючего. Некоторые трофеи оказались нам весьма кстати. Мы даже нашли в целости и сохранности бронетранспортеры и небольшие пулеметы Брена на них. Греки в Пиргасе встречали нас вином и субтропическими фруктами. Я прервал движение в Олимпе и сводил своих солдат на знаменитый древнегреческий стадион. Мэр Пиргаса провел нас через классическую арену, а также не забыл показать нам памятник Генриху Шлиману, немецкому археологу, открывшему местонахождение Трои, производившему раскопки в Микенах. Более часа мы бродили по усыпанной камнями земле, восхищаясь удивительной мозаикой и впечатляющими постройками этого исторического места. В Триполисе мы соединились с армейскими частями, атаковавшими англичан в южных портах. Унтерштурмфюрер СС Теде, командир разведывательной группы на бронемашинах, вернувшийся из Каламата, докладывал: «Идет разгром противника, оказавшегося в безвыходном положении между огнем и водой. Сражение в Греции было практически закончено. Дорога вела нас через Патра и Коринф в Афины. Предполагалось, что в Афинах мы примем участие в параде под командованием фельдмаршала Листа. После стольких впечатлений мы пересекли глубоко врезавшийся в перешеек Коринфский канал и в тот же вечер стояли у Акрополя. Многие из моих соратников, никогда ранее ничего не знавшие о классической античной культуре, были поражены ее технологическими и культурными достижениями, сделанными 2500 лет назад. Любители классицизма, имевшиеся среди нас, воодушевились и, наверное, впервые именно в Акрополе смогли по-настоящему приобщиться к классической античной культуре. Для них посещение древней Эллады было как бы возвращением в юность нашей цивилизации. Мы повидали места, которые до этого никогда не видели. Но именно здесь мы, окутанные мистической силой, черпали новые силы из наследия эллинов и были готовы шагать дальше, идя на жертву во имя Родины. Греческий солдат стоял в карауле у памятника неизвестному солдату. Здесь была увековечена память храбрых солдат, пожертвовавших за свою страну всем. Мы двигались через Фермопилы и перевал Клиди, мимо сгоревших танков и бронемашин и свеженасыпанных могильных холмов, через Белград и Вену в район восточнее Праги. Здесь мы вновь обрели чувство реальности и занялись приведением в порядок своего оружия и военной техники. Мы не имели понятия, что нас ожидало. Войска были в лихорадочном возбуждении. Прибыла новая военная техника и более совершенное вооружение. Был проанализирован опыт Балканской кампании, и опять началась интенсивная подготовка. Все, что мы делали, было подчинено скорости исполнения. Опыт нас научил, что только тот, кто действует быстрее, одерживает победу, а в бою выживает только самый проворный солдат. Товарищеские отношения в моем батальоне были подобны содружеству большой семьи. Железная дисциплина была становым хребтом этого сообщества. Мы подходили к каждым последующим учениям проникнутыми этими основополагающими ценностями и выковывали инструмент, на котором я мог играть все симфонии боя. Ротные командиры и командиры взводов виртуозно владели искусством игры на этих клавишах. И мои молодые товарищи стали солдатами, которыми я мог командовать, не особо держа в узде. Они понимали меня с полуслова. Мои солдаты не были несведущими болванами, которых удерживает вместе славянское зомбиподобное послушание. Нет, передо мной стояли молодые личности, которые верили в себя, в свои собственные ценности и в свои собственные силы. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.